А сегодня мы отправляемся в город Пусан. Сейчас позавтракаем и на Сеульский вокзал. Вот, наш капучино готов. И какие красивые круассанчики. Сегодня завтрак по-французски. Капучино и круассанчик. Бон аппетит! Вот такая замечательная система на Seoul Station. Чемодан приехал. И не надо тащить его по лестнице. Сеульский вокзал. Парижане могут легко разобраться. Tous-les-jours. Это, кстати, тоже корейская сеть булочных. Здесь же можно выпить кофе перед отъездом. С Сеульского вокзала я буду уезжать в аэропорт. Вот прекрасные указатели. Все ясно и понятно. 14-й вагон. Скоростные корейские поезда. В поезде бесплатный интернет, друзья. Наконец-то мы приехали в гостиницу. Сейчас чек-ин. И вот такой вид у нас пока из лобби. На шестом этаже ресепшн. Наша комната в Пусане. Кухня. 50 евро за ночь. Кровать. И сейчас посмотрим, что здесь дальше. Терраса. О, отлично. Гостиница наша находится буквально в 5 минутах ходьбы от знаменитого пляжа. Идем к морю. Рождественское украшение. Sky Capsule в Пусане. 35 тысяч вон на двоих. Вы можете прокатиться, полюбоваться видом на море. А мы решили пройти пешком. Это намного симпатичнее, мне кажется. Зашли выпить чашку чая в кафе, которое называется Рандеву или Дежавю. Отличное место. Какой вид замечательный. Хотела взять только сашими. Так, нам принесли опять эти банчан. А здесь, смотрите, какие-то насекомые. Насекомые. Это у нас кальмары. Ну, это понятно, это кимчи. Ну, в общем, что-то сейчас будет. Еще горячая закуска. Креветки. Ну, вот я хотела только сашими. А тут еще суп какой-то есть. Да-да-да. А вот и корейское сашими. Сашими отличается от того, как режут в Японии, по-разному совершенно. И в Корее это дороже стоит, чем в Японии.
Насекомые. Очень острый соус, очень острый. Ну, это на любителей, ребята. Личинки какие-то. Могу вам сказать, что осьминог безвкусный. Его надо вот с этим соусом есть. Сашими я предпочитаю все-таки японское. Корейское это, пожалуй, первый и последний раз. Супчик хороший, рыбный. А это пляж вечером. Рождество в Пусане на берегу моря. А это название пляжа можно прочитать. Метро в Пусане такое же удобное, как и в Сеуле. И, кстати, здесь работает тот же самый проездной, что и в Сеуле, Тимани. Сегодня мы едем на рыбный рынок. Стоит посмотреть в Пусане рыбный рынок. Рыбный рынок самый большой в Южной Корее. Ну, пойдемте знакомиться с этим рынком. Дары моря разнообразные. Осьминожки маленькие. Разнообразные ракушки. Боже, я таких никогда не видела в жизни своей. Впервые вижу. А с другой стороны рыба. Рыба свежайшая. Ой, а вот там угорь плавает. Угорь. И вот здесь мы хотим выбрать рыбу. Наверное, мы выберем угорь. А на втором этаже в ресторане нам это все приготовят. Но нужно торговаться с ними. О, это что такое? Кажется, что все дары моря выловили здесь, на рынке представлены. Это что, камчатские крабы? Какие они огромные. Чистейшая вода. Вау. Сэмпэсюну. Вау. А вот и знаменитые осьминоги, которые корейцы едят живыми. Вот это что за рыба, тоже интересно. Название вообще не знаю никаких рыб, кроме угорь. Вот угорь, у нее тоже есть угорь, смотри. Такие красивые, толстые есть, толстенькие, разные. В общем, вот так выглядит рыбный рынок, он действительно огромный. Но мы уже определились, выберем угорь у одной дамы, которая продает один угорь за 10 тысяч вон. Так что мы возьмем до угоря сейчас и пойдем на второй этаж, нам там приготовят его. Вот. Вот здесь на втором этаже ресторан. Сейчас нам приготовят этого угоря. А здесь традиционный корейский, то есть вы едите, сидя на полу и с видом на море. Вот так выглядит рынок на втором этаже рыбный.
Ну, как обычно, вам приносят банчан, то есть закусочки разнообразные. Это все входит, естественно, вода. Вот вода. И мы попросили просто пожарить нам угорь без всяких соусов. И не остро, самое главное. Наш поджаренный угорь. Сейчас мы попробуем его. Свеженький, поджаренный. Если вы приедете в Пусан, обязательно идите на рыбный рынок, обязательно попробуйте рыбу. Действительно, это вкуснейший. Я впервые ела такой вкусный угорь, свежайший, хрустящий. Мы попросили, чтобы нам его сделали без соуса острого. И очень вкусно было. Замечательно. Вот так выглядит рынок. Огромный. Здесь огромное количество рыбных магазинов. Пахнет морем и рыбой. Вахомонты. В эту деревню приходить только те, кто спортивно закален. Тяжело по ступенькам очень. И наша цель вот та деревня. Но сегодня немножко не повезло с погодой. Дождь идет весь день. И очень-очень-очень тепло. Плюс 15. Ага. Да. Эта деревня, она возникла в 50-е годы 20 века, когда от войны бежали сюда беженцы с севера Кореи. И вот здесь последователи религии, кстати, об этой религии я ничего не нашла, никаких сведений. В любом случае, они поселились здесь, построили вот дома в 50-е годы 20 века. И вот эта деревня стала теперь культурной деревней, потому что расписали стены, раскрасили все домики, поставили скульптуру. И это место, сюда нужно прийти обязательно. Это номер один для меня посещение в Пусане. Чтобы посмотреть Пусане, сюда надо идти обязательно. Напротив розовый дом, вот он. Это кафе с прекрасным видом на эту деревню. Сейчас мы пойдем здесь выпьем чаю. Очень хорошее кафе, кстати, советую. Ски. С Рождеством! Счастливого Рождества всем! Merry Christmas! 바보야. 뭐야? 내 생각에 나 미치고 왔지. Эта деревня 100% нужно посетить в Пусане. Если вы поедете в Пусан, советую. Если кто-то из вас знает группу BTS, значит вы знаете, кто изображен здесь. А вот и маленький принц с розой. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. C'est vrai que c'est très connu comme citation du Petit Prince. On lisait ça quand on était à l'école, quand on était petit. Ой, exactement. А вы читали «Маленького принца»? Погодка нас подвела, да вот видите розовое кафе, вот там мы сидели только что. Место симпатичное. А вот и маленький принц любуется деревней. Здесь, в этой деревне, очень много и кафе, и ресторанчиков, художественных галерей. Туристы выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с маленьким принцем. Это местная достопримечательность.
Если бы эта деревня не стала культурной деревней, как ее здесь называют, ее бы точно снесли, и уже здесь стояли бы небоскребы. К счастью, этого не случилось. Копия Монмартра. Стена любви. Люблю на разных языках. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas. Здесь люди живут, то есть посещать ее можно до 6 вечера, и не надо шуметь, не надо громко говорить. А это знаменитые рыбные пирожки. А это инопланетянин, видимо. Жилая деревня. Вот видите, бельишко висит, кимчи в горшках. И теперь это туристический район, куда приходят туристы. Но в 6 часов вечера эта деревня для туристов закрыта. Туристу в Корее очень комфортно. Где бы вы ни были, вот даже в этой деревне, смотрите, проходишь деревушку, и, пожалуйста, туалеты с правой стороны. Вообще никаких проблем нет с туалетами. Самая вкусная часть тунца называется тору. Thank you.